Когда эта женщина приехала в заповедник дикой природы, чтобы увидеть льва, которого она оставила там 8 лет назад, она не была уверена, какую реакцию она получит и вспомнит ли животное ее вообще. Но когда они наконец воссоединились, его реакция заставила многих людей плакать. Линда никогда не думала, что снова переступит порог заповедника. Но вот она здесь. В парке не решались впустить ее, в первую очередь из-за того, как внезапно она ушла. Но после долгих переездов ей разрешили вернуться в качестве сиделки на полный рабочий день. Однако, оглядываясь по сторонам, Линда не могла не заметить, как сильно все изменилось с тех пор, как она была здесь в последний раз 8 лет назад. Но она надеялась, что хотя бы одна вещь осталась прежней. С ней был сотрудник, который провел ее по парку, отметив кардинальные изменения, которые они произвели. Руководство решило перенести вольер со львами в дальний конец территории, чтобы обеспечить им больше уединения, и Линде было поручено заботиться о них. По мере того, как сотрудники продолжали разговаривать с ней, она не могла избавиться от ощущения, что в ней нарастает нервозность. 8 лет назад, когда она была здесь, ей также приходилось присматривать за львами, и было одно животное, встречи с которым она почти боялась. Поскольку она уехала без предупреждения, она задавалась вопросом, помнит ли ее Марвин и как он отреагирует, когда они увидятся. Он мог полностью игнорировать ее или даже напасть на нее, если он стал агрессивным с тех пор, как они были вместе в последний раз. Однако Линде не пришлось долго раздумывать над этим. Вскоре они подошли к вольеру со львами, и она осмотрелась. Теперь львов было больше, но все же один выделялся из стаи. Марвин отдыхал на вершине скалы, высоко над остальными, наблюдая, как другие кошки отдыхают, а львята играют вокруг. «Марвин!» Линда крикнула, но лев не ответил. Она снова закричала, на этот раз еще громче, заставив большого кота посмотреть на нее. Марвин продолжал оставаться на своем месте, не двигаясь, но его взгляд не отрывался от женщины, смотревшей на него в ответ. Линда заметила, как Марвин узнал ее, и не смогла сдержать легкой улыбки, когда он, наконец, встал. С глухим стуком ударившись о землю, Марвин спрыгнул со скалы и направился к Линде. Несмотря на то, что персонал запретил ей это делать, она раздвинула небольшую колючую изгородь, разделявшую их, и решила войти. Она все еще не была уверена в чувствах Марвина, но не могла сдержать волнение. Этот лев стал причиной того, что она почувствовала себя виноватой, когда поняла, что ей придется уйти с работы, а также главной причиной, по которой она решила вернуться. В 2009 году Линда работала гидом на сафари. Это была работа, которую она любила. Каждый день появлялось что-то новое, поскольку она общалась с животными, а также знакомила людей с тем, какой прекрасной может быть природа, если ее сохранить. В большинстве случаев дикие животные, как правило, не обращали внимания на возбужденных туристов и продолжали свой день. Но в некоторых редких случаях некоторые из них подходили и дарили ей и туристам что-то, что запомнилось им навсегда. Некоторые животные также пытались напасть, поскольку воспринимали фургон как новый вид добычи. Но у Линды уже было достаточно опыта, чтобы научиться справляться с подобными ситуациями, и никто никогда не пострадал. Обычно ее любимым временем для сафари были послеобеденные часы, и когда группа садилась в машину, они не спеша осматривали достопримечательности. Сначала они увидели несколько жирафов, и Линда сделала небольшой крюк, чтобы показать туристам слонов, которые держались неподалеку. Гости были впечатлены, и Линда с удовольствием отвечала на их вопросы. С приближением вечера она решила завершить день особым сюрпризом для гостей. Пока они осматривали территорию сафари, Линда решила оставить территорию львов напоследок, чтобы завершить насыщенный событиями день. Львы заслужили репутацию величественных животных, и в них было что-то такое, что всегда приводило туристов в восторг. Линда сообщила туристам об их предстоящем пункте назначения, и вскоре они начали замечать пару львиц. Они уже закончили охоту на этот день
но некоторые из них все еще подходили к фургону, чтобы осмотреть его. Другие в основном отдыхали или полностью игнорировали людей, которые были заняты фотографированием. Линде потребовалось некоторое время, чтобы подробнее рассказать о львах и опасностях, с которыми они сталкиваются. Правительство делало все возможное, чтобы защитить животных, но было непросто держать людей подальше от этого района, потому что он был большим, и охранники не могли быть везде одновременно. Но прежде чем Линда успела закончить свою мысль, вдалеке раздался громкий хлопок. Звук можно было безошибочно узнать. Выстрел. Она немедленно связалась по рации с местными гидами по сафари, сообщив им о случившемся. Она также обратилась к одному из полицейских, которые регулярно патрулировали этот район, с просьбой о подкреплении. Пытаясь осмыслить произошедшее, Линда снова услышала звук, за которым последовали еще два. Она ничего не могла поделать и к тому же не хотела подвергать растерянного туриста опасности. Она быстро извинилась и поехала обратно в отель, где высадила гостей. Затем она направилась обратно на территорию льва, беспокоясь о том, что могло произойти. К тому времени, когда она прибыла туда, полицейские уже были на месте происшествия. Они осматривали ущерб. Линда заметила нескольких львиц, лежащих на земле, пострадавших от нападения браконьеров. На месте происшествия уже были ветеринары, которые пытались помочь им восстановиться. Большинство львов в округе уже разбежались, и сердце Линды упало. Она знала, что теперь, когда львы были спугнуты, они больше никогда не вернутся на свою территорию, и она не могла их винить. Она присоединилась к команде, чтобы попытаться выследить браконьеров. Автомобиль, на котором они сбежали, оставил на земле следы шин, и за время работы гидом Линда научилась выслеживать и определять местонахождение гостей на случай, если они заблудятся. Линда шла медленно, осматривая следы и окружающие кусты на случай, если браконьеры оставили что-нибудь, пытаясь скрыться. Она потратила более 2 часов, пытаясь напасть на след преступников, но солнце продолжало садиться, и продолжать поиски было трудно. Один из других гидов предложил им закончить на этом и вернуться на следующий день, чтобы продолжить, и все они согласились. Когда Линда повернулась, чтобы вернуться к своему автомобилю, она услышала какой-то звук. Он был тихим, но она сразу узнала его, проведя так много времени в дикой природе. Она снова услышала звук и смогла определить, что он исходит от небольшого кустарника. Линда несколько раз осматривала это место, пытаясь что-нибудь обнаружить, но так и не заметила, что там был львенок. Он был один и, скорее всего, напуган случившимся. Линда поняла, что львенок был брошен, так как львы пытались убежать в безопасное место. К счастью, он был совершенно невредим, однако оставлять его одного было опасно. Это был не первый случай, когда браконьеры появлялись в этом районе, и она была уверена, что это был не последний. Кроме того, вероятность того, что детеныш выживет без помощи матери, была невелика, и она не могла заставить себя вернуться домой без него. Линда медленно подняла его и отнесла обратно в фургон. Вернувшись в гостевой дом, она сообщила своему начальнику о том, что обнаружила, и он разрешил ей забрать львенка к себе домой. Линда также получила немного еды для детеныша и несколько советов от одного из ветеринаров, который все еще находится здесь, о том, как за ним ухаживать. Детеныш пробыл у нее пару дней, и Линда не могла не проникнуться любовью к маленькому существу, на которое она наткнулась. Она не планировала оставлять его у себя надолго, но возвращение домой к нему было для нее главным событием дня, особенно в те моменты, когда она возвращалась домой уставшей после дневных занятий. Но Линда начала задумываться о том, как правильно за ним ухаживать. Она обратилась за разрешением к сафари-команде и связалась с парком дикой природы в своей родной Австралии. Она слышала о парке и о работе, которую они проводят по реабилитации африканских львов и помогают им выжить и процветать. Она считала, что льву будет хорошо в новой обстановке. После месяца переговоров между Линдой и парком она получила разрешение на поездку с львом. Видя в этом новый этап своей жизни, Линда уволилась с работы и вернулась в Австралию вместе с львенком.
Она назвала его Марвином, потому что это имя символизировало веселый и дружелюбный характер львенка. Она также проводила большую часть своего свободного времени, изучая львов, готовясь к своей новой роли. Когда она приехала в Австралию, первым делом Линда позвонила в парк, где маленького львенка немедленно забрали и осмотрели опытные ветеринары парка. Заповедник был красивым и безмятежным местом. Львы и другие животные жили бок о бок, и о них хорошо заботились. Для каждой группы животных были назначены специальные воспитатели, и их уход был специально адаптирован к потребностям различных существ. Пребывание там убедило Линду в том, что это место станет идеальным для Марвина и лучшим местом для нее, где можно начать все сначала. С тех пор, как они прибыли в святилище, Марвин уже завоевал сердца окружающих. Это был первый раз, когда они собирались завести львенка в заповеднике, и это был особенный момент для всех присутствующих. Линда также записалась на работу смотрителем и должна была пройти регистрацию и пробный период, чтобы работать в заповеднике полный рабочий день. Из-за особой связи. Она проводила с ним большую часть времени и научила его всему, что ему нужно было знать. Благодаря ей Марвин быстро адаптировался к жизни в заповеднике и наладил теплые отношения с другими смотрителями, а также со львами, которые уже были в парке. Линда наблюдала, как он растет, превращаясь из маленького беспомощного львенка в сильного молодого льва. Он перенял кое-какие уроки у старших львов и начал общаться со львицами, которых представили в заповеднике. Она любила Марвина, как собственного ребенка, и, несмотря на его дикий нрав, животное тоже любило и уважало ее. Другие воспитатели беспокоились, что в какой-то момент Марвин нападет на нее и причинит боль. Но этого так и не произошло. Он быстро становился одним из самых крупных львов, но по-прежнему оставался самым дружелюбным, поскольку с раннего детства рос среди людей. Со временем у Линды появилось больше обязанностей по парку, и теперь проводила с Марвином мало времени, зная, что он в ней больше не нуждается. Она скучала по играм с ним, когда он был детенышем, но была рада, что он преуспевает в приюте, и радовалась, что она все еще может видеть его каждый день. К сожалению, это скоро изменится. В один из рабочих дней Линде поступил тревожный звонок. Ее мать долгое время болела, но медсестра, ухаживавшая за ней, обеспечивала ей хороший уход. Однако ситуация приняла еще худший оборот. Врачи не были уверены, сколько времени осталось у ее мамы, и попросили Линду вернуться домой, если она сможет. Мысль о том, что ее не будет рядом с матерью, была чем-то, что Линда не могла себе представить, и это было не то, о чем она собиралась думать дважды. Итак, она отправила заявление об увольнении в приют и уже на следующий день была в аэропорту. Она надеялась, что ее объяснений будет достаточно. Ей было грустно расставаться с Марвином таким образом, но необходимость попрощаться с ним усложнила бы ее отъезд. И вот теперь она снова была здесь и смотрела на него. Войдя в загон, Линда остановилась у забора и подождала, пока Марвин подойдет к ней. И когда лев оказался достаточно близко от нее, она испытала величайший сюрприз в своей жизни. Марвин зарычал и встал на задние лапы. Он был даже больше, чем она помнила его вблизи, и на долю секунды она испугалась, что он может напасть на нее. Сотрудники, собравшиеся вокруг вольера, ахнули, и кто-то крикнул, чтобы принесли успокоительное для льва. Но затем произошло нечто шокирующее. Марвин прыгнул вперед и обнял ее. Его большие лапы обвились вокруг ее шеи, и он нежно потерся своей густой гривой о ее лицо. На лице Линды расплылась широкая улыбка, когда она в ответ обняла его. Когда он опустил ноги на землю, Линда потрепала его по гриве, говоря, как сильно она по нему скучала. Она сожалела о том, что оставила его, но теперь ей больше никогда не придется уезжать. Линда была со своей матерью в последние дни ее жизни и была благодарна, что та смогла присутствовать при этом.
Она решила потратить некоторое время на то, чтобы оплакать себя и попутешествовать по разным уголкам мира, чтобы исследовать животных и узнать о них больше. Теперь, когда она вернулась, она чувствовала себя другим человеком и знала, что именно здесь она должна быть, чтобы добиться наибольшего успеха. Вытирая слезы после трогательного воссоединения, сотрудники объяснили, что Марвин заметил ее отсутствие через несколько дней после того, как она ушла, и не хотел, чтобы кто-то еще ухаживал за ним. Было трудно заставить его положительно отнестись к новому опекуну, но когда он понял, что Линда не собирается возвращаться, он принял их. За 8 лет, что Линда отсутствовала, Марвин стал отцом 3 детенышей, 2 самцов и 1 самки. 2 альвенка-самца быстро росли и были почти такими же крупными, как их отец, в то время как молодая львица была еще очень маленькой. Вспоминая, каким одиноким он был, когда она нашла его, Линда была счастлива, что теперь у него есть семья, которая всегда будет с ним. Линда снова была назначена главным опекуном Марвина. Во время исполнения этой роли у нее появилась возможность познакомиться с новыми членами его семьи и наладить с ними отношения. Марвин по-прежнему считает Линду своей матерью, потому что она растила его большую часть жизни. Линда была одной из немногих, кому разрешалось общаться с Марвином и остальными львами, и она была благодарна за то, что ей удалось завязать длительную дружбу с самым необычным животным, о котором она когда-либо могла быть матерью. Какая невероятная история! Как вы думаете, Линда следовало забрать Марвина из его естественной среды обитания? Вы бы зашли в вольер к дикому животному, за которым ухаживали в прошлом? Обязательно поделитесь своими мыслями в комментариях и до встречи в следующем видео.